У меня была очень типичная ошибка новичка. Сначала я открыл один чат с искусственным интеллектом, потом второй, потом отдельный чат для сценариев, отдельный для рабочих писем, отдельный для идей, отдельный для таблиц, отдельный для картинок. И в какой-то момент понял, я уже не управляю системой. Я просто хожу по 10 чатам и пытаюсь вспомнить, где что лежит. Если вы врач и тоже пробовали нейросети, это знакомая история. Несколько дней все кажется волшебным, а потом начинается хаос. Один чат не помнит, что было в другом, где-то остался черновик, где-то искусственный интеллект уверенно написал ерунду, а где-то вы уже не понимаете, можно ли этому тексту доверять. Меня зовут Алексей Гордеев, я врач, заведующий, и на этом канале рассказываю, как обычному врачу применять искусственный интеллект в работе без программирования, без магии и без нарушения врачебной ответственности. В прошлых выпусках мы разобрали, почему искусственный интеллект может ошибаться, почему документ за врача все равно отвечает врач, и почему красивой таблице от нейросети нельзя верить только потому, что она красивая. Сегодня следующий шаг. Как не утонуть в ИИ-помощниках. Потому что главный вопрос уже не только какой чат открыть. Главный вопрос, кто у вас за что отвечает. Поехали. Когда я начинал, я пытался использовать один искусственный интеллект для всего. Он должен был придумать идею, написать текст, проверить факты, оформить список, помочь с обложкой, вспомнить старый контекст и еще понять, где красная зона. Это удобно первые 2 вечера. Но для нормальной работы врача такая схема быстро ломается. Почему? Во-первых, теряется контекст. В одном чате вы обсуждали ролик, в другом рабочую задачу, в третьем список покупок, в четвертом черновик письма. Через неделю вы уже сами становитесь секретарем своих чатов. Во-вторых, размывается ответственность. Искусственный интеллект выдал красивый текст, но кто его проверил? Откуда взялись факты? Можно ли это отправлять? Кто заметит, что в тексте случайно появилось лишнее? В-третьих, очень легко смешать безопасные и опасные задачи. Сегодня вы просите нейросеть сделать список дел, завтра хотите показать кусок документа, послезавтра уже почти отправляете туда то, что в публичный чат отправлять нельзя. Поэтому я постепенно пришел к другой логике. Не один великий чат на все, а несколько ролей. Не надо сейчас думать о сложной архитектуре. Представьте обычное отделение или рабочую команду. У вас не один человек делает все подряд. Есть человек, который держит расписание и задачи, есть тот, кто проверяет, не нарушили ли правила, есть тот, кто помогает с публичными текстами или визуальными материалами. С искусственным интеллектом у меня стало примерно так же. Первая роль – организационная. Это помощник для задач, напоминаний, черновиков, списков, фоллап и рутины, где нет пациентов, диагнозов, медицинских документов. Смысл простой – разгрузить голову, а не переложить врачебное решение. Вторая роль – контрольная. Она нужна не для того, чтобы еще один искусственный интеллект был умнее первого, она нужна как предохранитель. Где приватность, где нужен человек, где нельзя действовать автоматически, где результат надо перепроверить. Третья роль – публичная и визуальная работа. Тексты для канала, обложки, идеи для постов, безопасные иллюстрации. Это не клиника и не пациентские истории, а конкретная часть проекта. Внутри моей системы у этих ролей есть имена. Но для зрителей сейчас важнее не имена, а принцип. Не плодить случайные чаты, а понимать, какую работу вы вообще отдаете искусственному интеллекту. Простой пример. Допустим, у меня есть задача – подготовить план публикации на неделю после нового выпуска. Это не клиническая задача, в ней нет пациентов, нет диагнозов, нет выписок, нет МИС. Это организационная и публичная работа. Что происходит в нормальной системе? Сначала я формулирую задачу. Что нужно получить, к какому сроку, в каком формате. Потом организационный помощник может разложить это на список. Что написать, что проверить, где нужен пост, где нужен короткий ролик, где нужен фоллап. Потом контрольный слой смотрит, нет ли лишних обещаний, нет ли приватных данных, нет ли фразы, которую нельзя публиковать. И только после этого человек решает, что действительно идет наружу, а что нет. Обратите внимание, в этой схеме искусственный интеллект не принимает решения за врача. Он не лечит, не ставит диагноз, не оформляет клинический документ вместо человека. Он готовит черновик и порядок действий в безопасной зоне. А ответственность остается у меня. Вот это и есть главное отличие рабочей системы от 10 случайных чатов. 10 чатов дают ощущение активности, а рабочая система дает порядок. Если вы только начинаете, я бы не советовал сразу строить себе целую команду ИИ-помощников. Начните с одной безопасной роли. Например, помощник по организационной рутине. Пусть он помогает с черновиками писем, списком задач, структурой совещания, планом обучения, идеями для памятки. Но сразу пропишите ему красные зоны. Никаких пациентов, диагнозов, анализов, выписок, паспортных данных, внутренних документов и секретов. Это скучно звучит, зато это рабочий подход. Потому что в медицине проблема не в том, чтобы получить от искусственного интеллекта самый красивый ответ. Проблема в том, чтобы понимать, можно ли этому ответу доверять, кто его проверяет и можно ли вообще было давать искусственному интеллекту такие исходные данные. Мой главный вывод такой. Если искусственный интеллект у врача начинает расти, его надо не разгонять, а дисциплинировать. Не давай подключим еще один сервис, а сначала какие роли нужны,
что для каждой роли можно, что нельзя, кто проверяет результат и где человек обязан остановить процесс. В следующем выпуске я покажу первую такую роль подробнее. Это моя личная приемная и помощник по организационной рутине. Без пациентов, без диагнозов и без медицинских документов. Только задачи, сроки, черновики и фоллап. Если хотите, напишите в комментариях, какая организационная рутина больше всего съедает вашего времени. Письма, планы, протоколы, отчеты, расписания, напоминания или что-то еще. Только без конкретных пациентов и клинических историй. Меня зовут Алексей Гордеев. До встречи.